Выход обновления. Это безусловно хорошая новость для игроков. В игре, а именно Geometry Dash, появляются новые функции, новые уровни, режимы игры. Что-то изменяется в лучшую сторону, и это не может не радовать. Но так выходит не всегда. В сегодняшнем видео мы поговорим о тех случаях, когда появление обновления что-то изменило в игре и что-то сделало невозможным. А также попробуем предположить, на что может повлиять выход версии 2.2. Всем привет! Вы на канале GD News. Поехали! А перед началом хотел бы порекомендовать вам приватный сервер GDAS. У них есть система поясов вместо модераторов, кейсы, в которых можно выбить любой донат. Пояса даются за заслуги и не продаются. Есть лаунчер, который имеет в себе несколько полезных функций и часто обновляется. Отзывчивая администрация и приятное в общении игроки. GDAS — это сервер, который создают другие игроки. Ссылка в описании. Безусловно, раньше, когда обновления выходили часто, RobTop постоянно исправлял баги. Со временем, когда уже код игры крупно пополнялся, делать это было все труднее, как он сам признается. Приведу пример бага, про который уже рассказывал раньше. В версии 1.6 произошло изменение физики игры, поэтому в режиме практики можно было дотронуться до синего орба, а затем в обычном режиме сразу же нажать, полетев вверх. Например, первым случаем с этим багом произошел в уровне Silent Club, а их было еще очень много. И что интересно, RobTop исправил это только в версии 2.1, немного изменив хитбоксы. Но это повлияло на другое, о чем расскажу чуть позже. Обновление 1.8 принесло изменение хитбоксов твердых объектов, в результате чего узкие промежутки в некоторых уровнях стали невозможными. Например, в уровне Clutter Factory. Вроде бы и автоматическая часть, раньше все проходилось, но после версии 1.8 все изменилось. Первым баг смог пройти Things 13. Вообще об этом я подробно рассказывал в видео с багами в уровнях и не только, поэтому рекомендую посмотреть. Та же самая ситуация произошла и с уровнями Apocalypse Realm, баг на 9%, Blue Castle на 23%, а также PG Club Step на 15%. Единственным отличием последнего уровня является то, что его создатель PG-1004 исправил уровень почти сразу, чуть выше подняв блок. Вообще, сейчас исправлением багов занимается модератор Pause, поэтому скоро, возможно, RobTop одобрит эти исправления. Ноябрь 2014 года. Выходит обновление 1.9. До этой версии один из блоков, скажем так, выполнял свои обычные функции. Затем его заменили на блок для декораций, и в большинстве случаев игроки заменяли его на другой, но сделать это смогли не все. В связи с этим невозможным уровнем стал Red World, коллаб от Сери и Нептун, вышедший в версии 1.8 в адском стиле. Тогда его считали очень сложным, чуть ли не одним из сложнейших. Баг помешал прохождению уровня уже на 2%. По сути, уровень можно пройти только в режиме практики, что и показал Stormfly. Все из-за того, что при нажатии на чекпоинт игра не всегда может определить, куда летит персонаж. Поэтому может отправить его в другое направление. Сам Сери уже очень давно не появляется в игре, поэтому вряд ли исправит баг. Также этот баг затронул такие уровни, как Castle от Джейзора, который, кстати, даже открывал доступ к секретному проходу, и Level Easy от Коди в одном из моб-паков. Позже Коди все же исправил этот баг. Также в версии 1.9 были немного изменены хитбоксы батутов и порталов. Ярчайшим примером влияния этого изменения The Lightning Rod. В середине уровня на части с шаром существует баг, который, я уверен, разозлил немало игроков. Обновление 2.0 понесло за собой мало изменений в худшую сторону. В этой версии была изменена физика наклона, что сделало невозможным некоторые уровни из-за бага при скольжении. Поэтому уровень слайд от креатора Glowty содержал небольшую ошибку на 78%, но прохождение этой части все еще было возможным. Нужно было зажать на 76%. Также RobTop исправил двойные скорости, которые находятся по отдельности, что мешало в уровне Frozen Space от Aquatis и Ориона. При попадании на момент с изменением скорости на дуале, одна из частей в этом уровне, волна, опережала предыдущую, что очень мешало. Позже автор уровня исправил этот баг. Вообще уровень содержал множество разных багов и гличей, которые до сих пор есть в уровне. Переходим к обновлению 2.1. Эта версия стала самой влиятельной по количеству уровней, которые стали невозможными. Начнем с того, что в этой версии увеличились хитбоксы, в результате чего геймплей, например в уровнях Galactic Fragility или Hallucination, стал ужасным в плане глюков и багов.
Это изменение повлияло и на так называемые двойные орбы, где их в одном месте было два, то есть маскировка орбов была сломана. Например, в уровнях Silent Club и Swiftness. Если баганую часть Swiftness уже смогли пройти, подробно об этом я рассказывал в видео про баги, то момент в Silent Club полностью невозможен. Помимо этого, это изменение еще больше испортило физику склонов, что не дает пройти из-за бага уровней Robotic Nightmare, Ruby's Adventure, Dimension Machine, а также Light Wave, хотя два последних уже исправлены. Наконец, RobTop убрал функцию High Capacity Mod, которая ранее позволяла обходить многочисленные ошибки хитбоксов, начиная с версии 1.8 одним нажатием кнопки. В общем, это обновление изменило очень многое, что сейчас есть целые списки, в которых игроки добавляют уровни, ставшие невозможными после выхода 2.1. Спустя полгода после основного вышло дополнительное обновление 2.11, которое также создало небольшую ошибку. Была изменена физика наклона полета уменьшенного корабля. После этого взлет стал менее резким и проходить он стал не под очень крутым углом. Поэтому такие моменты в некоторых уровнях стали либо невозможными, либо очень сложными. Как мы понимаем, каждое обновление внесло что-то свое, значит что-то изменится и в 2.2, которое мы ждем уже более 3,5 лет. Вначале хочется сказать, что хитбоксы RobTop уже не исправит, так как код игры слишком большой, и это может полностью сбить правильные настройки игры. Тогда, когда он менял сферы хитбоксов, он думал, что это особо ничего не повредит, но получилось наоборот. А вот что может измениться, что повлияет на проходимость уровней? Вариантов, конечно же, очень мало, даже предположить сложно, так как мы не знаем, насколько сильно изменится физика в будущем обновлении, и вряд ли она вообще изменится, таких сообщений от RobTop не поступало. Учитывая то, что в обновлении 2.1 была сломана маскировка орбов, можно предположить, что в 2.2 также будут сломаны объединенные порталы, то есть когда их несколько одновременно. В такой ситуации множество уровней станет баганными, хотя я думаю, что такое вряд ли произойдет. Учитывая то, что 2.2 станет самым крупным обновлением, появятся новые режимы, множество новых функций, то, возможно, нас ожидают различные баги в множестве из этих новых функций, несмотря на то, что RobTop работает над ними уже долгие годы. Мои предположения на этом закончились. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.